Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Сегодня мы наконец соберем воедино и узнаем, что такое эффект Хеба. Вы спросите, почему эффект и почему Хеба? Расскажу вот-вот. А сейчас важное объявление. Ваши любимые рубрики «Хочу попасть в видео» и «Пришли выдуманного персонажа» переезжают в конец ролика. И не забывайте радовать автора лайками и комментариями. Я стараюсь исключительно для вас. Ну вот и все. Вы готовы? Тогда погнали! Первое. Название. Начнем, пожалуй, с названия. Я назвал это Кеба или Ксеба, основываясь на фактах. Но люди в комментариях меня правили постоянно и вообще говорили, что я несу ересь. Так вот, вам доказательства прямо из 4 серии. Вот это замечательный кадр, когда муравей держит колбу в руке. И там написано Ксеба. Надеюсь, вопросов больше нет. Переходим к следующему пункту. Второй. Способ распространения. Итак, так как амнезия является по сути клипом-сериалом, то почти все, что происходит, додумывать надо самому, а то и выдумывать с нуля. Так что точной информации нет. Это все как раз относится к данной теме. В самих роликах точный ответ нам не дали, но я посмотрел все серии и сделал единственный правильный выбор. Это передается ментально. Да-да, это не вирус, не болезнь, не владение дьяволом, потому что по воздуху он не передается. Также никто никого не кусал и тем более не зомбировал. Еда и вода отпадает, а еще можно было подумать о тактильном эффекте, но доказательств нет. Так что зафиксируем, что это ментальный эффект распространяется от первоисточника, от башен Рока и от особых персонажей. Следующее. Третье. Что это такое? Вот мы и плавно подошли к слову эффект. По сути своей происходит 3 изменения персонажа. Первое. Внешнее изменение. Глаза наливаются черной кровью, текут черные слезы, а на лице застывает безумная улыбка. Второе. Ментальное изменение. Персонажи подчиняются воле источника эффекта. Делают то, что никогда не делали, но начинают убивать. Но в то же время сохраняют свою память и в случае необходимости могут действовать самостоятельно, в своих же интересах. Увеличивается агрессия и ненависть. Также, вероятно, имеют ментальную связь с остальными и точно могут связываться с источником эффекта. Еще есть персонажи, усиливающие этот эффект, как нам было показано несколько раз. Третье. Физические изменения. Естественно, увеличивается сила, выносливость и выживаемость носителя. Не исключено, что уменьшается болевой порог. В случае с Расселом получилось так, что на момент попадания под эффект он технически умер, но усиление тела и злоба не дали ему умереть. Четвертое. Появление сверхспособностей у избранных персонажей. Но это тема для отдельного ролика, так что переходим к главному. Четвертое. Что делает эффект и почему это так выглядит? Сразу предупреждаю, я это придумал у себя в голове, и на 100% попадание я не претендую. Так вот, я считаю, что эффект высвобождает всю накопленную злобу у персонажа, все обиды и скрытые желания справедливости. Вся эта грязь и боль трансформируется в черную кровь и просто не может удержаться в теле и вытекает из глаз. Эффект высвобождает дух мести и справедливости, направленный на наказание виновных. Это их сила, это их желание. Просто из-за своего добродушия и нахождения в рамках персонажи все терпели и прощали. Но с приходом источника, скажем так, предводителя, источника мщения, все их резервы и действия освободились, и их уже никто не может остановить. Черная кровь закончится и пройдет, когда все цели будут достигнуты и души персонажей успокоятся. Поэтому я думаю, что в конце истории все вернутся в свое прежнее состояние и наступит спокойствие. А может, знания о своих плохих поступках во время эффекта Хеба не дадут им спокойно жить, и они тоже станут виновными и отрицательными персонажами. Будем ждать окончания и развязки истории, это самое интересное конкретно для меня. Вот такое получилось рассуждение про эффект Хеба. Надеюсь, вам понравилось. Если вам есть что сказать, жду вас в комментариях. А сейчас переходим к вашим любимым рубрикам. И первая рубрика «Хочу попасть в видео». В этот раз вас было больше, и я этому рад. Также я сразу зачитаю ваши комментарии и отвечу на них. Фильчер пишет: твои киногрехи вышли вполне нормально. Можешь продолжать эту рубрику. Еще у меня появилась теория, что Ксебас — это реинкарнация Алекса Мерсера. Еще хочется заявить, что Бэтмен сильнее Ксебаса, потому что он сильнее, потому что он Бэтмен. И я очень жду видео про вирус Ксебаса как SCP. Объект, естественно, пока вы не освежите память про вселенную SCP. Хочу попасть в видео. Итак, первое. Реинкарнация Алекса Мерсера. Я уже выдвигал эту теорию в самом первом ролике. Можешь пересмотреть. Насчет Бэтмена это хорошая идея, но
Бэтменов тоже много, как и Суперменов, так что это интересный тоже вопрос. А насчет SCP я уже говорил, надо как бы почитать. Далее. Верхострельный канал опять пишет: слушай, сделай лучше стрим по Майнкрафту, спидран, так больше аудитории будет. Ну, что я тебе могу сказать? В Майнкрафт я не играл ни разу в жизни. Так вот, представь, спидран выполняет только персонал, которые играют в игру не 10 000 часов. Так что для меня спидран, как для тебя, блин, высшая математика или математический анализ. Так что вообще никак. Переходим к следующей рубрике. Ваши присланные выдуманные персонажи. Поехали. Первый. Имя восставший или глюк. Сила. Использует оружие любого вида. Возможности. Он может клонировать себя и воскресить мертвых, и спавнить любое оружие. История. Он воскрес, когда Хеба поглотил его, он вырвался из него и отобрал нимб, наверное. Интересный факт. Это мультяшный герой, который умер, но потом воскрес. Он видит себя синим в своем разуме, а как выглядит на самом деле, он и его все видит. Ну ничего такое, с мечом, да? Далее. Классификация. Зараженный. Имя Иван. Возраст 17. Одежда майка с черепом. Сила стена плюс. Особенности собственного оружия. Когти, как у Ксебоса. Способен поджигать предметы когтями и швырять 50 килограмм во врагов. Боксерские навыки. Способен ломать кости кулаками. Броня средняя. Пресс уязвим для пулей и способен выдержать холодное оружие. Ненадолго. Очень вынослив. Слабость. Кром-армот. Пули. Огонь. Цель стать правой рукой Хебаса. Далее. Имя Кронди. Сила. Пол стены. Оружия нету. Биография. Был бездомным, он заразился, но не полностью. Главная цель — найти кровь Флиппи противоядие. Далее. Имя Ната. Вид лиса. Возраст 14 лет. Сила коробочка плюс. Защита слабая. Способности телепортация из-за необычной толстовки с изображением Эндера. Слабость после телепортации 15 секунд. Кружится голова. Сила на подъем 5 килограмм. Девушка Вала. Это вот этого вот персонажа, который был в прошлом ролике. Вы его сейчас видите в правом углу экрана. Зелененького такого, да. Из-за необычных толстовок заражение на них не действует. Далее. Имя Командор. Сила. Режет всех шпагой, которая при разбитии снова вырастает. Оружие шпага. Вещи никаких. Способность. Если ему отрубят руку или ногу, кроме головы, то вырастет вторая, но не более. Цель – убить всех военных и главного ученого. На чьей стороне? Он сам за себя. История. Он служил вместе с военными, но он убил очень сильного противника, и ему дали маленькую награду. За это он начал убивать всех военных. Потом он сбежал с военной базы. Возраст 31 год. Далее. Имена. На переднем плане Филипп, на заднем Виктор. Возраст обоим по 35 лет. Амуниция. Бронированный термокостюм. Оружие Филиппа. Миниган М61, складной нож. Оружие Виктора. Огнемет. Пистолет-грач, штык-нож. Сила стена плюс, так как их двое. Особенности. Работают в команде, защита от огня, ведение боя. Филипп прикрывает Виктора, пока тот подбирается к зараженным, чтобы их сжечь. Слабости. Не может бегать из-за пулемета, боится потерять товарища. Слабости Виктора. Боится потерять товарища. Ну вот на этом и все. История. Они работали на ученых до уничтожения базы. В настоящее время прорываются к главной базе. Попутно стреляются от зараженного Брика. Ну, на этом мы как бы заканчиваем. Вроде все рассказал, всех показал. Так что будем на этом прощаться. Не забывайте, подписываемся, ставим огроменные лайки, бьем в колокол и всем пока-пока. Beep 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 beep